В годы Второй мировой войны Управление цензуры США запретило пересылку за границу схем вязания, опасаясь, что невинные картинки с лицевыми изнаночными могли использоваться вражескими шпионами для маскировки шифрованных сообщений. Никаких конкретных случаев обнаружения носков с планами аэродромов или шарфов с расписанием передвижения частей история не зафиксировала. Но само существование запрета говорит о серьезности этих опасений. Ну, опять же, тем вязание хорошо для шпионов. В случае опасности не нужно давиться никаким секретным донесением, достаточно потянуть за ниточку, и все компрометирующие материалы исчезают. Любая серьезная история вязания начинается с разъяснения. Не каждый древний текстиль, похожий на трикотаж, на самом деле является таковым. Трикотажное полотно принципиально отличается от тканого тем, что оно использует одну нить, сформированную в петли, продетые друг в друга. Это можно делать спицами, крючком, даже просто руками, как было модно пару лет назад. В результате получается полотно, обладающее, с одной стороны, недостижимой для тканого материала эластичностью, с другой же оно очень легко распускается, потому что состоит из одной нити. Потянешь за кончик и брыть, конец плоду многодневного труда. Энтузиасты вязания, протягивающего историю ко временам мамонтов, замечают, что если бы гомеровская Пенелопа в ожидании Одиссея в прямом смысле слова ткала полотно для савана пропавшему мужу, она не могла бы так легко распускать все сделанное ночью, чтобы оттянуть необходимость повторного замужества. Есть такие, что полагают, что Пенелопа именно вязала и каждую ночь распускала связанное. Однако сейчас доминирует мнение, что старейшие сохранившиеся образцы вязаных вещей, включая знаменитые коптские носки из не очень древнего Египта, в строгом смысле слова не вязаные. Они изготавливались с помощью нальбандинга, принципиально другого вида рукоделия, появившегося значительно раньше вязания на спицах и тем более крючком. Нальбандинг – слово скандинавское, означающее «связывание иглой». И для этой техники используется широкая плоская игла с ушком. В древности такие иглы вырезали из кости или дерева. И нальбандинг в какой-то форме появился независимо в разных местах земного шара, но сохранился до наших времен только в Скандинавии, поэтому термин происходит оттуда. Я нашла, что на севере Руси вязание иглой, заимствованное у скандинавов, якобы называлось копание. При вязании иглой нить пропускается целиком в петлю каждый раз. Вы фактически шьете по воздуху. Поэтому, во-первых, полученную ткань невозможно просто распустить, потянув за ниточку. А во-вторых, используется ограниченной длины нитка. Поэтому изделия состоят фактически из сшитых между собой полос, вроде плетеной тесьмы. И именно этой техникой, похоже, созданы самые древние сохранившиеся образцы вязаных вещей. Со времен Римского Египта, когда Египет был провинцией Римской империи, сохранилось несколько замечательных носков с отдельным большим пальцем, сделанных именно нальбандингом. Их делали из шерсти, носили вместе с сандалиями, и они датируются примерно 3-5 веками нашей эры. Эти носки находят в простых захоронениях, не в царских гробницах. То есть это был вполне демократичный предмет одежды. Неудивительно, что именно Египет стал родиной современного вязания. Или, если учитывать климат, как раз очень удивительно. Самые ранние сохранившиеся настоящие вязаные изделия, тонкие носки, связанные по кругу, датируются XI-XIII веками и происходят из исламского мира.
Они связаны с шерстяной или хлопковой пряжей, часто двух цветов, с узорами, иногда очень прихотливыми, и некоторые орнаменты представляют собой стилизованную арабскую вязь с благословениями и именем Аллаха. Из Египта вязание распространилось по торговым путям Восточного Средиземноморья и достигло Аль-Андалуса, будущей Испании. Там сохранились первые образцы вязаных вещей христианской Европы. Монастырь Святой Марии де Лас-Ульгас, расположенный возле Бургаса, с XII века был местом захоронения испанской королевской семьи. В 40-х годах прошлого века эти гробницы были исследованы, и часть их содержимого попала в музей, находящийся сейчас прямо там же в монастыре. Так вот, там имеются совершенно замечательные вязаные на спицах шелковые подушки, в чьих узорах переплетаются христианские и исламские традиции. Подушка из гробницы кастильского принца Фернандо де ля Серды, умершего в 1275 году, коричневая с желтым узором, вероятно, изначально она была красной, имеет с одной стороны узор из орлов и лилий, а другая сторона покрыта более сложной решеткой из восьмиугольников и квадратиков. Каждый восьмиугольник содержит золотую крепость с 3 башнями или розетку, а в каждом квадратике свастика. Вы понимаете, что в средневековом искусстве этот мотив означал благополучие и вечный круговорот природы. Замок – это геральдический знак Кастилии, а орел – Арагона. А по периметру подушки тянется то, что на первый взгляд кажется декоративной каймой, но при ближайшем рассмотрении оказывается арабской надписью, читающейся как «барака» – «благословение». Присутствие этой надписи на подушке испанского христианского принца ясно указывает, что эта работа создана мусульманским мастером, производившим изысканные уникальные изделия для элиты обеих конфессий. То есть вязание в Европе в XIII веке началось как изготовление восточных предметов роскоши, которыми окружали королевскую семью. Из Испании, а также из Сицилии, тоже в те годы находившейся под мусульманским правлением, вязание распространилось дальше, в Италию и оттуда в Северную Европу. На картинах XIV-XV веков мы можем уже видеть вяжущую Деву Марию. Ее рукоделие символизировало благочестие и женское трудолюбие. Однако вскоре вязание становится по преимуществу мужским занятием. В XIV-XVI веках вязание в Европе стало уважаемым, а значит строго контролируемым ремеслом. Во Франции появились профессиональные цехи, гильдии чулочников, куда принимали только мужчин. Узоры, техника и даже способы расчета петель держались в строгом секрете. Нарушителей штрафовали и выгоняли из гильдии. То есть вязание стало чем-то вроде закрытого мужского клуба. Но какие у тебя планы на вечер? Какая компания? А мужчины там будут? Чтобы стать мастером, нужно было 6 лет ходить в подмастерьях. К концу XVI века в Париже подмастерья-вязальщики должны были связать в качестве экзаменационного образца пару идеальных шелковых чулок. Если хоть одна петля была кривой, ты провалил экзамен. Мы говорим о шелковых чулках, толщиной сравнимых с современными лосинами. Их вязали на спицах меньше 1 мм в диаметре. И такие металлические спицы только тогда начали появляться в Европе. А до этого чулки были не вязаными, а краенными по косой из обычной тонкой ткани. На 2-й год правления королевы Елизаветы I ее фрейлина, госпожа Монтегю, преподнесла ее величеству в качестве новогоднего подарка пару черных вязаных шелковых чулок, которые так понравились молодой королеве, что она послала за госпожой Монтегю и спросила, где она их взяла и есть ли там еще такие же. Та ответила: «Я сама их сделала с большим старанием, специально для вашего величества, и поскольку они вам так понравились, я смастерю еще». «Сделай так», — сказала королева, «ибо я безмерно люблю шелковые чулки, ибо они такие приятные, тонкие и изящные, и отныне я больше не буду носить матерчатые чулки, только вязаные». То есть в 1560 году в Англии
которую я не устаю называть мокрыми задворками Европы в те годы, не производили шелковых чулок, и королева Елизавета не привыкла к ним. Знать по-прежнему носила чулки из ткани. Те легендарные чулки весьма вероятно привезли Елизавете из Милана. Почти наверняка мадам Монтегю не сама их связала. И энтузиазм королевы мгновенно превратил вязаные чулки в самую модную и статусную вещь. И все английские придворные переходят на трикотажные шелковые чулки. Каждый чулок тогда вязался вручную несколько недель. Соответственно, они были предметом исключительной роскоши, пока английский священник Уильям Ли не изобрел первую вязальную машину. Провинциальный викарий Уильям Ли по преданию изобрел машину для вязки чулок, потому что его жена вязала очень медленно. Разумеется, его первая машина не умела вязать шелк для королев. На этих машинах можно было вязать простые грубые шерстяные чулки для повседневной носки. Но, тем не менее, машина Ли очень ускоряла работу. Она вязала чулок не по кругу, а в виде плоского полотна, который нужно было потом сзади сшить. И с тех пор, и вплоть до 30-х годов 20 века, все чулки имели задний шов. Хотя вязать на 4 спицах по кругу умели еще средневековые мадонны. В какой-то момент Уильям Ли усовершенствовал свою машину, и теперь она могла вязать шелковые чулки. Но королева Елизавета отказала ему в патенте, заявив: «Подумай, мистер Ли, что это изобретение может сделать с моими бедными подданными? Оно, несомненно, приведет их к разорению и лишит работы, таким образом сделав нищими». Такая забота о королеве о своих подданных наверняка легенда. Но факт остается фактом. Вязальная машина первоначально не прижилась в Британии. Ли переехал во Францию, где он нашел поддержку у Генриха IV французского, который выдал ему патент. Ли начал производство чулок в Руане и процветал. Только после его смерти его брат вернулся в Англию и основал вязальные центры на родине. Один в Лондоне и другой в Ноттингеме. Именно ноттингемские чулочники станут 300 лет спустя заводилами массового бунта против машин и сопротивления индустриализации. Начинался XIX век. Прогресс было не остановить. Новые широкие вязальные машины могли изготавливать сразу несколько чулок параллельно, а оперировать ими мог и ребенок. Продукт получался грубым, уродливым, но зато дешевым. Тонкая ручная работа мастеров-надовников высокой квалификации проигрывала на рынке, и чулочники оставались неудел, вытесняемые фабриками. Они начали собираться по ночам на болотах, за городом, а потом шли на фабрики и под покровом тьмы крушили вязальные машины. Одновременно в других районах страны рабочие набрасывались на ткацкие и предельные станки на паровой тяге. Когда хозяева и полиция в гневе спрашивали, кто это сделал, они отвечали: «Нед Луд виноват». Нед Луд был героем народных баек, вроде нашего Иванушки-дурачка, который не хотел работать и ломал инструменты. К 1812 году организации бунтовщиков, саботировавших промышленные текстильные машины, начали называть луддитами. К XVIII веку вязание уже не было чисто закрытым цеховым занятием. Оно проникало в быт и стало традиционным женским делом. В современном французском языке слово «трикотёз» – «вязальщица» имеет слегка подзабытый, но все еще изредка используемый в историко-политическом дискурсе зловещий смысл. В эпоху Великой Французской революции так называли женщин из простонародья, которые сидели у подножья гильотин и вязали красные колпаки свободой, с холодным торжеством наблюдая за казнями времен якобинского террора. Когда 5 октября 1789 бедные парижанки безуспешно простояли ночь в очереди за хлебом, несколько тысяч женщин, вооружаясь по дороге чем придется, пошли на Версаль. Женщины сыграли большую роль в распространении революции в первые ее годы. Однако
Революционный парламент, национальный конвент, вскоре запретил все женские политические клубы, считая женщин неуправляемыми и неспособными к политическим дискуссиям. Их прогнали со зрительских галерей конвента. После этого едва ли не последним легальным способом оставаться частью истории для женщин было демонстративное публичное вязание на площадях, откуда их не могли прогнать, потому что это было общественное место. И они не делали ничего противозаконного, просто вязали. Парижанки превратили вязание в форму протеста, продолжая участвовать в жизни общества единственным оставшимся для них способом – своим присутствием. Художественный образ такой вязальщицы закрепил в мировой культуре Чарльз Диккенс в романе «Повесть о двух городах». Его героиня, мадам Дефарж, хозяйка винной лавки и фанатичная революционерка, никогда не выпускает из рук спицы. В ее вязании зашифрованы имена тех, кто должен быть казнен революционерами за их преступления против народа. Посторонние никогда не прочтут эти символы, но свои никогда не забудут. А в случае угрозы ареста достаточно потянуть за ниточку, и компромат, способный привести на плаху, исчезает. К сожалению, у меня нет доступа к российским архивам и музейным коллекциям, поэтому, если вы знаете больше об истоках русского вязания, обязательно напишите в комментариях. Так вот, в доступных мне источниках утверждается, что вязание спицами появилось в России только в XVII веке. Именно тогда, в 1630-е годы, впервые упоминаются вязаные чулки для армейских полков, организованных по-европейски, полки наземного строя. Изначально правительству пришлось импортировать квалифицированных вязальщиков из-за границы. Но вскоре в Москве, Владимире и других городах были созданы трикотажные мастерские специально для производства чулок для армии. Постепенно вязаные изделия становились частью повседневного быта. К концу XVIII века вязаные носки, чулки, перчатки и варежки широко использовались в России как знатью, так и простонародьем. Тогда же зародился один из самых знаменитых народных промыслов – оренбургские пуховые платки. Пуховое вязание возникло в Оренбургском крае, куда переселились мастерицы из Поволжья в годы активной колонизации новых земель. Местные козы, адаптированные к неприятному климату Южного Урала, выработали подшерсток уникальной пушистости и тонкости от 14 до 16 микрон, то есть тоньше, чем у кашмирских коз. Поэтому связанные из него шали особенно нежные и мягкие. Уже в 1760-х годах оренбургские женщины начали использовать этот пух для вязания чулок и шапок, теплых шалей, а затем ажурных платков. Краевед и путешественник Петр Иванович Рычков обратил внимание на оренбургские шали, опубликовал в 1766 году исследование опыта козьей шерсти и предложил организовать в крае пуховязальный промысел. За пределами Оренбурга пуховые платки стали широко известны после заседания Вольного экономического общества 20 января 1770 года, на котором жена Петра Ивановича, Алена Денисовна, была награждена золотой медалью за пряжу из козьего пуха. За рубежом оренбургские пуховые платки впервые были представлены на первой международной выставке 1851 года, а в 1862 году на лондонской выставке оренбургская казачка Ускова М.Н. получила медаль за шали из козьего пуха. Как теплые простые серые шали, так и нарядные белоснежные паутинки вяжут из сученой пряжи. В качестве основы для нее использовали шелковую или хлопчатобумажную нить, которую скручивали с нитью из козьего пуха. Такая шерсть изначально не пушистая, платок начинает пушиться в ходе носки. Пуховые платки получаются очень теплыми и при этом легкими, а паутинки так и вовсе невесомыми. И вы все знаете, что оренбургский платок должен без труда проходить сквозь обручальное кольцо. Я лично проверяла, проходит.
Конкурентами оренбургских платков на западе были ажурные платки с Шетландских островов на севере Шотландии. Это был один из самых известных центров вязания в Европе еще со Средневековья. Там вязали не из козьего пуха, а из овечьей шерсти, но тоже достигали выдающихся результатов в плане ажурности и пушистости. Шотландские шали тоже продевали через обручальное кольцо и демонстрировали на всемирных выставках. Но самой знаменитой британской вязаной продукцией, навеки вошедшей в международный гардероб, были, конечно, рыбацкие свитера. К XIX веку по всему побережью Британских островов шерстяные свитера плотной вязки, гернси, стали униформой рыбаков. Это название происходит от острова Гернси в проливе Ла-Манш. История вязания там тянется аж с конца XV века, когда островитянами был получен королевский грант на импорт шерсти из Англии. По легендам, прихотливый рельефный узор этих свитеров метил происхождение рыбака, и когда тела утонувших выбрасывало на берег, местный приход, не желавший хоронить покойников за свой счет, мог определить, из какой деревни происходят неудачливые промысловики по свитеру, и отправить их туда на подводах. Но это по большей части легенда. Местные мастерицы действительно изощрялись в придумывании новых узоров, и их схемы устно передавались в семье. Но даже в одной деревне, судя по сохранившимся фотографиям, бытовали разные схемы узоров, далеко не один. По оценкам, на изготовление одного гернси уходило в общей сложности 84 часа. Гернси нередко служили несколько десятилетий и передавались по наследству. Обратите, кстати, внимание, насколько в среднем тоньше традиционные гернси, чем современные стилизованные рыбацкие свитера с косами. Гернси вязали на довольно тонких спицах, и вязка должна была быть очень плотной, чтобы свитер был непродуваемым. И не то чтобы прямо непромокаемым, но он неплохо сопротивлялся мелким брызгам и мороси благодаря естественной смазке пряжи овечьим жиром. Из тех же краев происходит слово «джерси», которое сейчас во всех языках обозначает трикотажное полотно машинной вязки и изделия из него. Джерси – это соседний остров. Там вязали более простые, без узоров свитеры, продававшиеся по всей Великобритании со времен королевы Елизаветы. И благодаря этому джерси или джерси, ударение может стоять на обоих слогах, стал термином для вязаной одежды в целом. Вязание крючком как самостоятельная техника утвердилось в Европе сравнительно поздно, в XIX веке, в викторианскую эпоху. Крючок не был изобретен в XIX веке. Еще с XVIII века в Европе вышивали крючком. Тамбурная вышивка это называлось. Она пришла туда из Индии и Персии. Со временем вышивку по ткани адаптировали в отдельную технику вязания – вышивку по воздуху. Вязание крючком распространилось стремительно. Его результат выглядел ничуть не хуже дорогих кружев, но был куда дешевле, и технику можно было легко освоить на дому. Французские дамы шутили, что это кружево для тех, кто не родился герцогиней. Это было изящное дамское искусство, которое быстро становится одним из художеств, которым обучали светских барышень. Вязать на спицах, носки и кофты, в салоне было немыслимо, но вязать крючком, изящные салфеточки и кружевные манжеты дама вполне могла. В неформальной обстановке, конечно, не на балу, но на интимном суаре. Никто из этих изящных созданий не подозревал, что в голодающей Ирландии сельские женщины, чтобы выжить, массово занялись вязанием крючком кружев. Для ирландок это было не искусство для самовыражения, а способ избежать голодной смерти или отчаянной миграции. В некоторых деревнях женщины вязали по 12-14 часов в день, а их маленькие дети учили счет, не по цифрам, а по рядам и петлям, наблюдая за матерями. И на протяжении всего XIX века вязание отражало двойственность социальных норм. В респектабельных салонах оно говорило об артистических наклонностях и самоконтроле.
В бедных селах и рыбацких деревнях важна была только скорость и выносливость, поскольку вязание было продуктом на продажу, и шотландские женщины не прекращали вязать, даже таская торф с болота в дом. Торф увязывали на спину, и руки оставались свободными. Вот так потянешь за ниточку, и масса интересных связей обнаруживается. Практичное вязание спицами теплых вещей периодически входило в сферу интересов высшего класса, когда этого требовали время и политика. Еще во времена освободительной войны Америки против Великобритании вязание, изготовление домашних вещей в пику покупным, импортным и привезенным из метрополии стало символом патриотизма для американок всех сословий. И каждый раз в годы войн вязание было одним из немногих реально полезных дел, которыми могли помочь фронту привилегированные дамы в меру своих сил. Этот стереотип вязания как дамского занятия, метящего традиционную, безобидную, слабую женщину, начал использоваться шпионками XX века, когда женщины решительно перестают быть как беспомощными, так и слабыми. Одна из самых известных историй рассказывает о бельгийских женщинах, которые в годы оккупации сидели на балконах у железнодорожных путей и фиксировали расписание движения немецких поездов в узорах своего вязания. Эти рассказы часто повторялись в послевоенных воспоминаниях и художественной литературе, но достоверных документов, подтверждающих систематическое использование такого кода, пока не найдено, как и реальных плодов этой разведдеятельности. Но опять же, как я уже сказала, чем вязание хорошо для шпиона, в случае опасности достаточно потянуть за ниточку, и все улики исчезнут. Единственной реальной подтвержденной историей использования вязальной спицы в разведдеятельности была работа Филлис Латур Дойл. В 1944-м ее десантировали во Францию. Филлис, свободно говорившая по-французски, под кодовым именем Женевьева, работала в британской разведгруппе, которая подготавливала операцию по высадке союзников в Нормандии. Невысокого роста, хрупкая, выглядящая очень юной, Латур сходила за девочку-подростка. Она каталась на велосипеде по окрестностям, продавала мыло и болтала с немецкими солдатами. А по вечерам она передавала по радио сообщения, используя одноразовые коды, напечатанные на тонкой полосе шелка, около 2000 символов. Она обматывала эту полосу вокруг вязальной спицы и заталкивала в плоский шнурок, которым завязывала волосы. Когда код был использован, она протыкала его той же спицей. Ее несколько раз задерживали и обыскивали, но немецкие следователи не догадались обратить внимание ни на ее шнурок для волос, ни на вязальные принадлежности в корзинке. И Филлис каждый раз удавалось ускользнуть нераскрытой. За время работы во Франции Филлис передала в Лондон 135 закодированных радиосообщений. За свой героизм она получила французский орден Круа де Гер и звание кавалера ордена Британской империи. После Второй мировой войны вязание на несколько десятилетий входит в большую моду. Вязаные вещи были частью коллекции от кутюр, и абсолютно всех девочек учили вязать для дома, для семьи. Наконец, в 1980-е годы популярность вязания резко упала. Теперь оно намертво ассоциировалось со старшим поколением, с бабушками. Модницы могли купить готовый трикотаж дешевле, чем стоимость материалов для вязания. Вязаные кружевные салфеточки становятся символом пошлости и отсталости. Но с началом 21 века вязание переживает очередное возрождение. На волне протеста против масс-маркета и интереса ко всему сделанному вручную, наши современники, ищущие повода оторваться от экранов и успокоить нервы, снова взялись за крючки и спицы. И самые бойкие из них превратили вязание в жанр бунтарского уличного искусства, в трехмерное граффити – ярн-бомбинг. Крючок и спицы и клубок пряжи. С их помощью можно было создать уют и спасать жизни, обеспечивать семью
и вести реестр смертей. Вязание могло быть элитарным и самым домашним, модным и вульгарным, королевским и провинциальным. Оно переизобретается снова и снова, выходя на свет и исчезая в тени. Вязание эфемерно, как сама жизнь. Потянешь за ниточку, и все исчезнет. И можно начинать заново. На сегодня у меня все. Спасибо вам за внимание и до встречи через неделю.